Привет, меня зовут Ярослава. Я ваш лучший друг, который рассказывает вам про русский язык на русском языке. Меня спрашивают вопросы про русский язык очень часто, каждый день. Я рада, спрашивайте больше. Для этого у меня есть целый чат в Телеграме, где можно абсолютно бесплатно разговаривать на русском языке, практиковать русский язык и, в общем, хорошо проводить время. Каждую неделю, каждое воскресенье мы созваниваемся, поэтому присоединяйтесь, если хотите практиковать ваш русский. Все, я это сказала. Я решила посмотреть, какие вообще вопросы у людей возникают чаще всего про русский язык, и ответить вам на эти 9 важных вопросов, 9 главных вопросов, которые спрашивают себя, и не только себя, люди со всего мира. Первый вопрос. Почему русский язык важен? Why Russian language is important? У меня есть несколько ответов. Конечно, я понимаю, что, скажем так, я неравнодушна. Я люблю русский язык, я говорю на русском языке, я делюсь русским языком со всеми. И я хочу, чтобы люди тоже знали русский язык, и я считаю русский язык важным, потому что на нем написано много важных текстов, много очень красивых, интересных текстов. Я говорю про классическую литературу, например, и классическая литература есть на любом языке, но мне кажется, что русская литература, она показывает... Я не знаю, я не читала всю литературу всех стран, но если вы хотите в литературе глубоко погрузиться в психологию человека, в поступки человека, увидеть людей абсолютно разными, не только положительными, не только отрицательными, но сложными существами, сложными персонажами. Если вам это интересно в литературе, то вам нужно читать русскую литературу. Вторая причина, почему русский язык важен, потому что на нем говорит много людей, и еще больше людей просто понимают русский язык. Например, я путешествую, я приезжаю в новую страну каждые 2-3 месяца, и практически в каждой стране, где я была, мое знание русского мне очень пригодилось. Я понимаю, что есть английский язык, и на английском языке говорят еще больше людей, но знание русского языка... Я знаю английский, но знание русского языка меня тоже выручало очень часто. Например, в странах постсоветского наследия, скажем так, много людей, которые понимают русский, особенно если вы идете, например, в какую-нибудь сферу услуг, где работают люди около 50 лет. Это, например, больницы, это, например, аптеки, это, например, официальные учреждения, например, миграционный офис. Вот, поэтому я считаю, вторая причина, русский язык важен, потому что на нем говорят очень много людей, и еще больше людей его понимают. Третья причина, почему русский язык очень важен, я думаю, что русский язык очень красивый. И четвертая причина, не знаю, возможно, русский рэп самый классный рэп в мире, возможно, поэтому. Следующий вопрос, почему русский язык важен для астронавтов? Вы знаете, что космическая программа, она вот там сверху, и есть Международная космическая станция, на которую прилетают космонавты, астронавты из разных стран. И этим астронавтам нужно знать языки друг друга. И поэтому, так как там есть российская миссия, им нужно знать русский язык. Если что-то случится, если будет какая-то опасная ситуация, чтобы они могли прочитать документацию, чтобы они могли получить поддержку из разных стран. В общем, поэтому, если вы хотите быть космонавтом, то, да, надо учить русский. Почему русский язык такой другой? Русский язык не другой. Например, для украинского языка, белорусского языка, болгарского, чешского, польского языков, для всех славянских языков русский язык, он совсем не другой. Русский язык, он вполне себе такой же, как и остальные языки. Если вы, например, говорите на хинди,
тогда для вас будет не русский язык другим, а все языки из этой группы. Поэтому я думаю, что нет такого понятия, как другой язык или такой необычный язык. Есть просто язык, который меньше похож на ваш родной язык. Это все. Почему русский язык такой странный? Ну, почему нет? Я думаю, что в русском языке есть много странных вещей, неочевидных вещей, которые могут быть не очень понятны. Например, двойные отрицания. И поэтому, мне кажется, русский язык такой интересный. Это каждый раз, когда ты находишь какую-то нелогичную вещь в языке, в русском языке, это ощущается как какой-то сюрприз, как какой-то подарок. Я это очень люблю, что русский язык не всегда логичный и иногда странный. Два вопроса. Почему why learn Russian language и why study Russian language? Я не знаю, в чем разница, если честно. Если вы знаете, пожалуйста, скажите мне. Я думаю, что учить русский язык можно из-за разных причин. Для каждого человека это причина своя. И здесь нет плохих причин, хороших причин, правильных, неправильных. Главное, чтобы она была ваша, личная. Это ваш ответ «почему». Следующий вопрос. Почему я люблю русский язык? Это я могу говорить долго. Я люблю русский язык, потому что много хороших вещей в моей жизни связаны именно с русским языком. На русском языке, например, я разговариваю с родителями. На русском языке я прочитала первую книжку. Я поняла, чем я хочу заниматься, когда я начала преподавать русский язык. У меня много хороших воспоминаний, связанных с русским языком. Может быть, я смогу сделать такое видео ностальгии, почему я люблю русский язык. Потому что есть много хороших вещей про русский язык. Почему Украина запретила русский язык? Я не политик, я не геополитик, но я думаю, что запрет Украиной русского языка — это было два важных шага. Установление независимости. Я считаю, что любая страна, она сама для себя может решать, на каком языке она хочет говорить. Любая страна может решать сама. Поэтому, я думаю, для Украины было очень важно быть более отделенной от России. И я прекрасно понимаю. И второе — это, собственно, агрессия России. Понятно. Ну что, как вам такая идея? Если у вас есть какие-то вопросы про русский язык, вы знаете, где их спросить. Не в Гугле, здесь. И вы знаете, кто на них всегда ответит. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, и все будет круто. Спасибо.